Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. И сегодня я поделюсь с вами вот такой супер закуской из тыквы. Сегодня мы приготовим тыквенные рулетики с разными начинками. И такое аппетитное и презентабельное блюдо вы сможете приготовить даже к праздничному столу. Я предложу вам 4 варианта, а вы выберите, какой вам больше по душе. Тыкву я уже очистила и нарезаю на тонкие пластины. Лучше всего нарезать овощечисткой, так получается намного тоньше. А теперь выкладываю их на бумажное полотенце. Вот таким образом. И затем присаливаю. Теперь нам понадобится 100 грамм кукурузной муки и 50 грамм тертого на мелкой терке пармезана. Натираем на самой мелкой терке. Добавляем к кукурузной муке. Вместо кукурузной муки можете взять панировочные сухари. Солим по вкусу и добавляем немного черного молотого перца. И хорошенько все перемешиваем. В этой панировке мы будем обваливать тыкву. Пока мы подготавливали все ингредиенты, тыква пустила сок, и мы ее просушиваем бумажным полотенцем. А сейчас поливаем немного оливковым маслом и хорошенько смазываем силиконовой кисточкой. Дальше берем любую форму для выпекания и наливаем немного оливкового масла. И силиконовой кисточкой хорошенько распределяем масло по всей поверхности. И посыпаем кукурузной мукой. За счет этого при выпекании наши рулетики снизу будут более хрустящие. А теперь смесь, которую мы приготовили, пересыпаю в блюдо, в котором будет удобнее обволакивать тыкву. Обволакиваем тыкву с двух сторон. Вот таким образом. Теперь сверху выкладываем любой тонко нарезанный сыр. У меня это простая скаморца. Берем четвертинку жареного ореха и закручиваем в рулетик. Только не советую использовать плавленые сырки. Получается вот такой симпатичный рулетик, и выкладываем его в форму для выпекания. Я решила выкладывать по кругу. Каждый круг рулетиков будет с разной начинкой. Выложили первый круг с сыром и орехами. Дальше нам понадобится любая тонко нарезанная мясная нарезка. У меня это мортаделла. Нарезаю ее на полосочки примерно под размер тыквы. Примерно вот так. И дальше снова обволакиваю тыкву в нашей панировке, выкладываю полосочку мясной нарезки и кусочек сыра. И закручиваем в рулетик. Даже похоже на розочку. И выкладываем один возле другого, создавая второй круг. Приготовили и с мясной нарезкой. А теперь возьмем тонко нарезанный копченый сыр и также нарезаем на полосочки.
Эти рулетики мы будем закручивать только с копченым сыром, и уже будет совершенно другой вкус. Я вам покажу 4 варианта, но вы, конечно же, можете экспериментировать с начинкой. Закрутили с копченым сыром. А для следующего варианта нам понадобится простой сыр и анчоусы. Анчоусы выбирайте менее соленые. И еще как вариант, вместо анчоусов можете добавить кусочек сыра с плесенью. Вот такие красивые рулетики мы с вами накрутили, а теперь можно отправлять их в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 200 градусов и выпекаю до румяности. Смотрите, как они запекаются, сыр плавится, будет очень вкусно. И когда рулетики подрумянились, готово. Подавайте их в горячем виде, так намного вкуснее. И вот такая оригинальная, яркая и нежная закуска у нас получилась. И выглядит очень красиво, правда? Интересный рецепт и отличная подача. Давайте я вам покажу и поближе. Рулетики отлично отделяются один от другого. И посмотрите, какие мягкие и нежные внутри и хрустящие снаружи. Сейчас попробую. Это очень вкусно. Так что ставьте пальчики вверх. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. И буду благодарна за вашу обратную связь. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!